Всем привет! Эксплорер вещает. И сегодня я расскажу вам про Марс. Поехали! Краткая справка. Марс – четвертая от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Названа в честь Марса, древнеримского бога войны. Также Марс называют красной планетой из-за красноватого оттенка поверхности, придумаемого ей минералом магемитом. Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры, как на Луне, а также вулканы, долины, пустыни, полярные ледниковые шапки по типу земных. У Марса есть два естественных спутника – Фобос и Деймос, в переводе с древнегреческого «страх» и «ужас», которые относительно малы в размере. Рельеф. Рельеф Марса обладает многими уникальными чертами. Марсианский потухший вулкан Олимп – самая высокая известная гора среди планет в Солнечной системе, а долина Маринер – самый крупный известный каньон. Помимо этого, южное и северное полушария радикально отличаются по рельефу. Марс имеет период вращения смены времен года, аналогичный земным, но его климат значительно холоднее и суше земного. Вплоть до полета к Марсу автоматической межпланетной станции Маринер-4 в 1965 году многие исследователи полагали, что на его поверхности есть вода в жидком состоянии. Это мнение было основано на наблюдениях за периодическими изменениями в светлых и темных участках, особенно в полярных широтах, которые были похожи на континенты и моря. Темные длинные линии на поверхности Марса интерпретировались некоторыми наблюдателями как каналы для жидкой воды. Позднее было доказано, что большинство этих темных линий является оптической иллюзией. Атмосфера и климат. Температура на планете колеблется от минус 153 градусов по Цельсию на полюсах зимой и до плюс 20 градусов по Цельсию на экваторе летом. В средних широтах температура колеблется от минус 50 градусов по Цельсию зимней ночью до 0 градусов по Цельсию летним днем. Среднегодовая температура – минус 50 градусов по Цельсию. Атмосфера Марса, состоящая в основном из углекислого газа, очень разрежена. Давление у поверхности Марса в 160 раз меньше земного. По данным НАСА на 2004 год, атмосфера Марса состоит на 95,32% из углекислого газа. Также в ней содержится 2,7% азота, 1,6% аргона, 0,45% кислорода, 0,08% угарного газа и другие примеси. Разряженность марсианской атмосферы и отсутствие магнитосферы являются причиной того, что уровень ионизирующей радиации на поверхности Марса существенно выше, чем на поверхности Земли. Климат, как и на Земле, носит сезонный характер. Угол наклона Марса к плоскости орбиты почти равен земному. Соответственно, на Марсе, так же как и на Земле, происходит смена времен года. Марсианская жизнь. Научные гипотезы о существовании в прошлом жизни на Марсе присутствуют давно. По результатам наблюдения Земли и данного космического аппарата Марс-Экспресс в атмосфере Марса обнаружен метан. В условиях Марса этот газ довольно быстро разлагается, поэтому должен существовать постоянный источник его пополнения. Таким источником может быть либо геологическая активность, но действующие вулканы на Марсе не обнаружены, либо жизнедеятельность бактерий. В июле 2021 года ученые с помощью компьютерного моделирования выявили, что один из вероятных источников метана может находиться на дне северо-западного кратера. Интересно, что в некоторых метеоритах марсианского происхождения обнаружены образования, по форме напоминающие клетки. На сегодняшний день условием для развития и поддержания жизни на планете считается наличие жидкой воды на ее поверхности, а также нахождение орбиты планеты в так называемой зоне обитаемости, которая в Солнечной системе начинается за орбитой Венеры и заканчивается большой полуосью орбиты Марса. Вблизи перигелия Марс находится внутри этой зоны, однако тонкая атмосфера с низким давлением препятствует появлению жидкой воды на длительный период. Отсутствие магнитосферы и крайне разряженная атмосфера Марса также являются проблемой для поддержания жизни. На поверхности планеты идет очень слабое перемещение тепловых потоков. Она плохо изолирована от бомбардировки частицами солнечного ветра. Помимо этого, при нагревании вода мгновенно испаряется, минуя жидкое состояние из-за низкого давления. Кроме того, Марс также находится на пороге геологической смерти. Окончание вулканической активности, по всей видимости, остановило круговорот минералов и химических элементов между поверхностью и внутренней частью планеты. Марс в культуре. К созданию фантастических произведений о Марсе писатели подталкивали начавшуюся в конце 19 века дискуссию ученых о возможности того, что на Марсе существует не просто жизнь, а развитая цивилизация. В это время был создан, например, знаменитый роман Герберта Уэллса «Война миров», в котором марсиане пытались покинуть свою умирающую планету для завоевания Земли. В числе важных произведений о Марсе также стоит отметить вышедший в 1950 году роман Рэя Брэдбери «Марсианские хроники».
Роман повествует об этапах освоения человеком Марса и контактах с гибнущей марсианской цивилизацией. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Хотелось бы сказать, что я постепенно перехожу на другие платформы, но никуда не ухожу с YouTube. Поэтому, как всегда, все ссылки будут в описании. Всем спасибо, всем пока.